И снова всем здорово. Привет, привет. У нас локдаун. Локдаун, карантин. Локдаун. В общем, это видео все-таки про вторую машину, которую мы купили. И это наконец-то ВАЗ. Это ВАЗ двенашка, Жигуль, с вот таким вот мотором. Это у нас шестнарь. Купили мы ее с Димоном очень спонтанно. Это получается первый день, как мы занимались ремонтом Славуты. Приехали домой, уже все уставшие, и тут, опа, выскакивает объявление. 1000 баксов, вот такая вот машина. 2001 год по техпаспорту, шестнарь, без газа, Славута на газу. Но суть не в том, суть в том, что 1000 баксов. Мы ж давай звонить туда, там занято. В общем, с горем пополам дозвонились. Говорим, типа, посмотреть. Чувак говорит, да люди уже едут смотреть, а одни уже смотрят. В общем, мы приехали, мы были в очереди на просмотр, и мы ее по итогу все-таки купили. Мотор не на ходу, ну или как говорил прошлый хозяину, которого мы купили, что он все-таки на ходу, но на двух котлах. Поэтому мы решили не заводить. Вот, и сразу будем разбираться. Сейчас померяем компрессию, посмотрим, что оно да как. Аккумулятор живой. Вот такой вот мини-обзор нашей покупки. Передок мятый, то все понятно. Если дернуть капот, видно, что стакан немножко съехал вместе с лонжероном. Но и тем не менее его хоть не оторвало. Этот край тоже весь замятый. Ну, даже если вот закрыть капот, как-то немножко грустновато она смотрит. Зазоры так себе. Зазоры здесь. 4-й титан в багажнике. Состояние не видели. Значит, здесь поущено все. Закрашено черной краской какой-то. Салон. Салон, ну, истинных ценителей. Вот ковролин, центральная консоль, потолок. Все обтянуто в карпет. Главное, гоночный руль. Который откручен. Откручен? Ну да. Или оторванный. Значит, что у нас? 4 стеклоподъемника электрических, центральный замок. Обшивки дверей нам обещали отдать, но... Мне кажется, они тоже карпетом, наверное, перетянут. Ну да, не зря он их снимал. Так что, возможно, те обшивки нам очень не пригодятся. Здесь повреждения. Арки. Ну, в принципе, потыкал, дырок нету. Вот, коржи есть. Ну, и может, если болгаркой зачухивать, то и дырки будут. Крепление, не знаю, наверное, замятое. Фонарь разбит. Бампер разбит. Зазор по ляде здесь практически отсутствует. Здесь большой. На ляду тоже удар приходился. Крыша, филенка крыши уже новая. Но, видимо, когда выправляли ляду, вот так вот чем-то взяли и поломали снова крышу. Замок надо петлю вверх, тогда и зазор выровняется. Здесь, ну, уплотнитель прилегает, в принципе, ну, плохо. Оно еще такой большой зазор, потому что здесь пластиковая накладка должна быть. Ну, а так куча всяких рыжиков. Здесь может даже дырка. А может и нет. Ну, краска хорошо смотрит. Ладно, дырка пока не обнаружена. Поищем потом. Арки тоже. На удивление, так получается, одна-то дверь не открывается. Скорее всего, замок поломанный. На водительском снаружи плохо открывается. Ну, ручку либо смазать, либо что. Так, какие-то какашки бабуина у нас тут. Сзади какашечки, короче. Здесь, ну, здесь, в принципе, даже... Ну, ладно, только здесь более-менее чехол. Тут еще есть что-то. Под чехлами, может, даже и сиденье еще есть. Так, здесь... Ну, здесь это уже мы разбирали. Мы бензонасос снимали. Самое главное, это у нас что? Штат, бортовой компьютер. Так и написано, я не обманываю. Так, бардачок, ну, в принципе, держится хорошо, не гремит. Что-то тут, короче, есть. Здесь у нас не хватает еще блок комфорта, должен быть. Бычки тоже присутствуют.
Так, единственное, что еще никаких монеток пока не нашел. Где деньги? В каждой машине был кэшбэк. Так, аккумулятор вроде живой. В потолке такое. Ну, сзади даже днище типа наблюдается чуть-чуть. Ну, то уже потом будем смотреть. Так, по стойкам вроде неплохо. Лист крыши тоже вроде более-менее аккуратно поменен. Звенит, конечно, хоть бы что наклеили. Какую шумку. Ну, в общем, такая бибика. Вот низ дверей тоже болеет. С торгом, с большим 850. Итак, меряли мы компрессию только что. Ну, вроде и не все так плохо, но и не так, как хотелось. Значит, перед тем, как мерить, мы на всякий случай проверили ГРМ, выставили. То есть, получается, здесь 2 метки, и там лючочек где-то там на коробке. Я не знаю, отсюда сейчас не видно. В общем, первый цилиндр 0 у нас получился. Ну, первый вот. Здесь что-то 9,9 и последний 11. Вроде так. Да. Ну, в принципе, в теории на 3 котлах она должна заводиться, но есть нюанс. Приклинивает что-то. Да, получается, мы домкратили ее, включали 4-ю передачу, ну, чтобы колесо крутить, мотор проворачивался, выставлять метки. Так, в общем, колесо клинит настолько, что даже баллонным ключом не мог прокрутить. Вот влево-вправо идет, а дальше клинит. Но стартером прокручивается. В общем, не факт, что там что-то с клапаном, может там и что-то с гильзой, а может оборвало клапан. В общем, что-то очень туго идет, прям приклинивает. Так что что-то мне кажется, что прям дешево у нас не получится это починить. Но опять же, вскрытие покажет. Пока большая интрига даже для нас. Моя любовь к тебе и к ней немного различается. Хотя бы вместе неописуемые красавицы. Свои чувства сдерживая еле-еле. Я люблю тебя, вас 12-й модели. Люблю твой голос ровный, твою структуру. Контрастный антураж, тонированный в хлам по кругу. Под две супруги, 16-е туфли под хромом. Люблю манеру, внимание прохожих приковывать так толково. Появляешься на красный и так же быстро исчезаешь, оставляя бас свой. Форды, Фольксвагены, фредлайнеры, УАЗы, Газели. Внимание навстречу, вас 12-й модели. Ниссаны, Опели, Шкоды, Кии, КамАЗы. Окашки в зеркалах заднего вида. Моей двенашки, пацан покашляя, прочертить по асфальту, оставя в воздухе МП3 в килобайтах. Обернись назад, из твоего двора выкатывает вас 21.1.2. Итак, здесь у нас вот такой вот первый цилиндр, то, что мы сняли. В принципе, ничего критичного не видно. А вот тут у нас в блоке видно какой-то кусок металла, какая-то шайба. В общем, сейчас голову ложим и будем смотреть. Сюрпризы продолжаются. В общем, голову отнесли, но с виду более-менее. Здесь это не металл. Да, это кусок прокладки. Просто. А это что, сальник клапана? Откуда здесь? А, подожди, это может быть отсюда. Да, возможно, это значит не лежало в блоке все-таки. Тут видно вымывало, видишь? Да, да, здесь вот самый чистый. Походу, здесь прокладка была сильно пробита, по логике. Ну, мне так кажется, потому что, если посмотреть, самый чистый поршень. Да, да, здесь тосол был по-любому, просто надо выяснить, в этом дело или нет. Прикинь, делаться заменой прокладки было вообще. Кстати, вот прокладка с этого места. Посвети, Димон, пожалуйста. То есть видно, здесь гнилуха полная-полная. Вот так вот оно все и было. Дальше более-менее. Этот угол как раз первый цилиндр. Вот такой вот. Вот она разложена. Ну что, сейчас. Направляющий, смотри, блядь. Направляющая съедена. Та целая. Ну мне вот это вот еще. Попробуй. Да, это просто ржавчина. Здесь вода стояла. И немало стояла. Ну да. Сейчас основная задача наша. Это, во-первых, перекурить. А во-вторых, выяснить, почему же подклинивало. Возможно, из-за вот этой ржавчины, которая здесь на котле.
То есть хорошие кольца упираются, ну, это как вариант. Ну, а так, будем посмотреть. Компрессия вылетала просто. Да, вот получается компрессия, тут ноли было как раз. Оно просто в системах может. Соответственно, вот это объясняет, почему в машине ни грамма тосова не было. Ну, это так, теория. Сейчас, в общем, прокрутим колено, посмотрим, что с поршнями, как там, потом покажем. Так, ребятушки, разобрались мы с нашим сюрпризом. Если посмотреть, вот у нас поршень ВМТ. Этот конкретно проваленный. Если по высоте смотреть, эти два почти на одинаковом расстоянии. Этот однозначно ниже. Плюс в нижней мертвой точке он клинит. Клинит весь мотор, что мы на 5-й передаче еле смогли с места сдвинуть. Стартер даже крутить перестал. То есть где-то у нас проблема по коленвалам, шатуны, вкладыши. Где-то там у нас что-то зарыто. Ну, плюс, походу, прокладка. Плюс неизвестно, что с головой. Ну, интересный конструктор на время вот этого локдауна, то, что надо там. Самоизоляция в гараже полным ходом. Ну что, сейчас будем выталкивать, разворачивать, доскидывать блок. А так надеялся малой кровью обойтись. Ты доволен, братанчик? Да, конечно. Да. Ладно, разбираем дальше. Так, ребята, в общем, на яме мы. Димон поддон скидывает, масло слил уже. Хотим попробовать открутить как раз этот поршень. Ну, шатун открутить, достать, посмотреть, что там происходит. Согнут, не согнут. Ну, все 3 гильзы, как бы, остальные нормальные. И у нас есть, ну, есть повод предполагать, что все-таки первый цилиндр все это творит. Повод такой, что, как бы, вымытый, и, скорее всего, там был, ну, под предположением нашим гидроудар мог быть. Ну, в общем, будем сейчас смотреть. Итак, спустя кучу матерных слов, поршень достали. Вкладыши, на удивление, живые, хорошие, как будто свежемененные. А вот так вот, сейчас покажу. Вот. Буквой ЗИУ у нас выглядит этот шатун. Согнула его в бок, если видно. Ну, вот на воротах, чтобы прицелиться. Получается согнуто, и вот видно, на там, где палец, повыгрызало этими щечками с колен. Не, следов от клапанов нету. Тут эти выборки стоят. Ну да, ну тут не видно, чтоб стукнуло. То есть поэтому нормально. Здесь, поезд. Здесь получается, вот видно, почему мотор клинил. Пока только шатун. Ну, не так уж плохо, но не так уж хорошо. Надо голову будет опрессовать и плоскостя проверить. Но первым делом надо где-то найти шатун. Ну да, на разборку, наверное, поедем. Так, получается, сняли вот этот вот как раз поршень с загнутым шатуном. Теперь мотор крутится офигенно. Никаких проблем нету, от руки идет прекрасно. До этого клинил. На нижней мертвой точке вот этого как раз. Ну, как раз, когда вот оно тут задирало все. Ну, все. В поиске шатуна.